Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о Sony. О ком, спросите вы? О Sony? Вроде бы канал не об электронике. Причем тут знаменитый бренд? Наш разговор пойдет о животном. Пусть и менее производительном, судя по названию, но очень миловидном. Это такой себе хомяк-белкамыш, только Соня. И все-таки она представительница семейства соневых, отряда грызунов с крайне прелестным видом. Еще ее называют мушловкой. И вообще представители семейства соневые довольно распространены. В семействе 28 видов, объединяемых в 9 родов. Это африканские сони, лесные сони, сычуанские сони, садовые, мышевидные, селевинии, японские сони, орешниковые сони и сони-полчки. Большинство сонь обитает в пределах Палеарктики. Так называется регион, охватывающий Европу, Азию к северу от Гималаев и без Аравийского полуострова, а также Северную Африку до южного края пустыни Сахара. Некоторые виды рода изолированно встречаются в Африке южнее пустыни Сахары. И большинство сонь – лесные животные, предпочитают широколиственные и смешанные леса. Водятся также в лесостепи. В горах селятся на высоте до 3500 метров над уровнем моря. Большинство видов типичные древесные лазающие грызуны. Некоторые, как, например, соня-полчок, почти не спускаются на землю. Другие мышевидные сони ведут в основном наземный образ жизни. Ну а мы разберем образ жизни сонь на примере орешниковой сони, близкой нам по местам обитания. Орешниковая соня распространена в широколиственных и смешанных лесах Европы и Северной Турции. Водится в Южной Швеции и на юге Великобритании, обычно для Южной Европы, и отсутствует только в Испании. На территорию России заходит восточная часть ареала орешниковой сони. Размерами эта крошка похвастать не может, ведь орешниковая соня – самая мелкая представительница своего семейства. Орешниковая соня – зверек, напоминающий мышку, но она совсем не мышка, хотя размерами она тоже с мышь. Длина тела 15 сантиметров, масса тела всего до 25 грамм. Это одна из самых мелких сонь. Хвост длиной 6 сантиметров, с кисточкой на конце. Мышь обделили таким украшением. Мордочка слегка притупленная, уши небольшие, округлые, усы длинные до 40% от длины тела. С помощью них соня совершает кульбиты с ветки на ветку, так сказать, с подстраховкой в виде вибрисов. Сони всегда находится в движении, прощупывая пространство перед мордашкой, дабы наша милашка не свалилась во время очередного прыжка. А милые глазки-бусинки помогают соне ориентироваться в темноте, ибо все сони ведут ночной образ жизни. Большую часть жизни орешниковая соня проводит на деревьях. Передвигаться по ним помогают приспособленные к лазанью лапки. Длинные гибкие конечности оснащены цепкими пальчиками. Кисть малышки чем-то напоминает человеческую. 4 пальцам перпендикулярно противопоставлен 5-й для лучшего хвата за веточки. Когда соня прыгает по веткам, ее кисти разворачиваются почти под прямым углом. Хвост сони иногда может в прямом смысле спасти жизнь своему обладателю. Если при поимке сони человек или хищник случайно схватит ее за хвост, то шкурка на нем разорвется и слезет как чулок, а сам зверек сможет убежать. Позже на оголившемся кончике хвоста вся ткань и кровеносные сосуды ссыхаются, и омертвевшая часть отпадает. Но со временем конец укоротившегося хвоста немного расширяется и зарастает шерстью. И все-таки хватать не нужно, зачем портить такую красоту? Думаю, несложно догадаться, почему соню назвали Соней. Именно потому, что она спит. Притом спит много и беспробудно. В то время, пока грызун пребывает в царстве Морфея, вы свободно можете взять зверька на руки. Просыпаются крохи исключительно для того, чтобы покушать. Даже летом при понижении температуры воздуха ниже 17 градусов, соня впадает в некое оцепенение и может спать по несколько дней, пока не потеплеет. Кстати, скелет сони способен сжиматься по вертикали. Это позволяет зверьку сворачиваться в маленький комочек и занимать очень мало места, что весьма полезно при прятании тельца в укромное место на время беспробудного сна. Для уменьшения потерь тепла соня сворачивается клубочком, прикрывает мордочку пушистым хвостиком и отключает зрение и слух. В общем, все приспособлено для приятного времяпрепровождения и качественных снов.
Летом милашки становятся еще милее, так как активно набирают вес. Но в отличие от нас, Соня предпочитает правильное питание. Животинка с удовольствием уплетает почки и листья растений, ягоды, желуди и, конечно же, орехи. Не зря же в названии вида присутствует приставка «орешниковая». Изредка наша гостья разбавляет свой веганский рацион насекомыми, ведь белковая диета, говорят, хороша. Сони – территориальные животные. Взрослые особи редко удаляются от своего гнезда, еще реже крохи встречаются друг с другом. Редкие свидания проходят исключительно ради любви. И то, если погода не очень, Сони предпочтут остаться в уютненьком гнездышке. Подождет, нам не к спеху. К слову, брачный сезон длится весь теплый период года. За это время самочка может дважды или даже трижды родить. Обычно в помете от 2 до 6 малышей. Вынашивает цветы жизни Соня около 25 дней. На 18-й день выкармливания детеныши уже выглядят как родители, а через месяц Соньки становятся полностью готовыми к самостоятельной жизни. Продолжительность жизни в природных условиях от 2 до 6 лет. Наши гости, кстати, очень заботливые матери. Если у большинства грызунов в стрессовых ситуациях работает принцип «я тебя породил, я тебя и убью» или еще чего «ты мой обед», Сони продолжают заботиться о своем потомстве, несмотря ни на что. Набрав за летний-осенний период массу, малышки с первыми холодами впадают в спячку. В это время все жизненные процессы Сони замедляются настолько, насколько это в принципе возможно. Спят малышки в специальных зимовочных гнездах под землей или между корнями деревьев, заранее утепляя их и закрывая входы и выходы. Несмотря на столь широкий ареал, зверек внесен в Красную книгу. Причина уменьшения численности этого грызуна – вырубка лесов и обработка некоторых районов инсектицидами. Но в основном сони гибнут от суровых и продолжительных холодов. Животинка крайне чувствительна к перепадам температур, потому скачки от минус 10 до минус 30 зверек попросту не выдерживает. В питании хищников орешниковой сони из-за своей малочисленности и деятельности в густых кронах деревьев и зарослях кустарников существенной роли не играют. Они могут стать случайной добычей совы, ласки, горностая, каменной лесной куницы, лесного кота. Зимой неглубокие зимовочные норы и гнезда могут раскапывать лисицы и кабаны. А вот в Древнем Риме древнеримские чудаки откармливали сонь в специальных глиняных сосудах, глирариях, и употребляли их в пищу. Сони были для римлян деликатесом, а их жир считался полезным при нарушении кровообращения. Традиция употребления сонь в пищу стала одной из самых известных особенностей римской кухни. Многие сони подумали, что лучше в то время и не просыпаться. Тем не менее, этот вид легко приручается и пригоден для домашнего содержания. Малышки быстро привыкают к человеку, несмотря на свой одиночный образ жизни в естественной среде. Некоторые умельцы сподобились выводить новые породы, экспериментируя с окраской и экстерьером сонь, лишь бы им в свое время не мешали поспать и желательно подольше. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.